Куропаточка. Первая серия. Всем привет! Я Элизабет, Куропатка. Несколько дней назад я вернулась в свой родной город, место, в котором началась моя история. Я сама не до конца могу понять, что тогда произошло, но я надеюсь, что мне удастся это выяснить хотя бы сейчас. Извините, вы не подскажете, как пройти на третью улицу? Так, значит, смотрите, вам нужно идти дальше по улице, пока... Подожди-ка, ты что, Куропатка? Вы меня с кем-то путаете. Готов поклясться, что это была Куропатка. Алло, Майкл, это ли он? Я только что наткнулся на Куропатку. Не может такого быть. Я срочно задействую все силы города, чтобы остановить ее. Куропатка, стой! О нет, кажется, мне конец. Куда ты так летишь? Сказать ему, что куропатки не умеют летать, или попросить о помощи? Слишком сложно была не была. Прошу вас, помогите мне. Иди за мной. Куда она делась? Я упустил ее из виду. Расскажи, что с тобой случилось? Разве вы не видите? Я же Куропатка. Ой, извини, я не обратил внимания. Значит, ты в международном розыске? Да, и похоже, вы моя единственная надежда. Меня зовут Винсент, я владелец местного цирка. Ты можешь работать у меня, и никто не узнает тебя в костюме акробатки. Вы правда мне поможете? Но почему? Винсент, выступление уже сегодня. Ты нужен нам на репетиции. Я сейчас подойду. И познакомься, это... Крита Эйверхаген. Подожди-ка, это разве не тебя разыскивает полиция? Умоляю, не выдавай меня. Прошлая Крита моя головная боль, Курт, не твоя. Я все понимаю. Что ж, буду рад видеть и тебя, Крита. И, кстати, она теперь наша новая акробатка. Винсент, ты ведь знаешь. Это мое решение, и оно не обсуждается. А тебе стоит вернуться на репетицию. Что-то не так? Раньше акробаткой была его жена, но она умерла. Наверное, Курт будет не очень рад, что я займу ее место. Глупости. Даже не думай сбивать себе этим голову. Сейчас я найду твой костюм, и мы присоединимся к ребятам. Поверить не могу, она нас всех одурачила. Это уже не первый раз, когда она уходит у нас прямо из-под носа. Клянусь тебе, Леон, я из-под земли ее достану. Пусть не придется поплатиться чем угодно, но я сделаю это. Вы опять носитесь с этой Куропаткой? Андреа, пожалуйста, закрой свой рот. Что она такого сделала, что вы теперь гоняетесь за ней? Она же Куропатка. Дело не только в этом. 10 лет назад моя семья попала в автокатастрофу. За рулем грузовика, сбившего вертолет моей матери, была Элизабет Куропатка. Та самая Куропатка, которую мы едва не настигли. Ой, я не знал этого. Майкл, я поверить не могу. Значит, все, что тобой движет, это месть? Мной движет правосудие. Я ждал его слишком долго. Я хочу познакомить вас с нашей новой акробаткой. Ее зовут... Крита Эйверхаген. Гастон наш клоун, а Виктория гадалка. С Куртом ты уже знакома. Ты редкая красавица, Крита! О боже, Гастон, заткнись! Мне нужно найти дело Куропатки. Вот и оно. Здесь написано «Нет, не может такого быть». Вполне возможно, что Элизабет Куропатка невиновна в произошедшем. Мне нужно найти новую зацепку. Крита, подойди ко мне. В чем дело? Я так и не сказал, почему помогаю тебе. Это совсем не важно. Мне кажется, вам тяжело об этом говорить. Просто ты очень похожа на мою дочь. Она была Куропаткой? Нет, но я хочу дать тебе кое-что. Что это? Это банан. Возможно, это похоже на безумие, но перед смертью Лаура сказала мне, что однажды я снова обрету дочь. Я ничего не понимаю. Я всегда дарил ей бананы. А теперь, когда ты со мной, мне кажется, что ничего не изменилось. Я хотела бы поговорить с доктором Марвином. Идите за мной. Послушай, красавчик, либо ты платишь мне, либо я вызываю своих ребят, и они заставят тебя заплатить. Давай решим все мирным путем. Ты нарываешься. Я отдала тебе партию отборнейших леденечиков, а ты клялся, что вернешь долг. Я не рассчитал свои силы. Что здесь происходит? Ты из полиции? Послушай, милая, мне не нужны проблемы. Убирайся, а я сделаю вид, что ничего не слышала о леденечиковой контрабанде. Я еще вернусь.
Что вам от меня нужно? Я хочу знать все об Элизабет Куропатке. Лусия, прошу тебя, выйди из кабинета. Да, сеньор. Не подумайте обо мне ничего плохого, но... Слушайте, доктор, сейчас меня интересует только Куропатка. У меня все равно нет времени на то, чтобы разбираться с вашими леденетчиками. Случай Элизабет очень непрост. Что же в нем особенного? Дело в том, что, по словам Элизабет, в ней живут два разных человека. Две разных Куропатки. Именно. Этим и объясняется резкая смена модели поведения пациентки. Как ведут себя эти две личности? Элизабет спокойна и уравновешена, в то время как другая личность — полная ее противоположность со склонностью к разрушению. Что интересно, эта патология возникла не сразу, а 10 лет назад. Если одна из них совершила убийство, может ли быть обвинена другая? История знала случаи, когда такие необычные подсудимые были оправданы. Спасибо, доктор. Сейчас мне надо торопиться навстречу. Кажется, вы с Винсентом очень сдружились. Я не хочу его разочаровывать. Что это у тебя? Банан? Мне его подарил Винсент, но у меня аллергия. Понятия не имею, что мне с ним делать. Если хочешь, я могу погадать тебе. А ты правда умеешь? Мне раньше никто не гадал. Ты должна отдать банан тому, кому ты сможешь отдать свое сердце. Ах, скажешь тоже. Как тебе новенькая? Винсенту не стоило назначать ее акробаткой. Да я не о том. Я прекрасно понимаю, о чем ты, Гастон. Вечно несешь какую-то чепуху. Никто не хочет банан? У Курта тяжелые воспоминания о бананах. Нет, я все же возьму. Ты уверен? Извини, я не знала, что здесь у всех трагические судьбы. Просто банан — это воспоминания о жене. Господи, Курт, неужели это была Лаура? Да, дочь Винсента. Мы были женаты. Пожалуйста, прости, я не знала. Ничего страшного, ты ведь не знала. К тому же, это даже приятно. Ты так на нее похожа. У тебя есть ее фото? Да, разумеется, но оно дома. Я покажу тебе после выступления. Ну и где она пропадает? Выступление в цирке уже скоро начнется. Извини, у меня были дела. Ну что, пошли? Я хочу посмотреть на эту новую акробатку. Боже, Курт, я так волнуюсь. Это очень странно. Лаура никогда не волновалась. Но я не она, и не надо нас сравнивать. Ты права, извини. Мне не нравится, что они разговаривают. Даже не пытайся им помешать. Они не подходят друг другу совсем, а я всего лишь помогу им это понять. Ребята, приготовьтесь, выступление вот-вот начнется. Гастон, ты первый. Да, Винсент. Дамы и господа, мы приготовили для вас уникальную программу, которую мы не показывали вот уже 10 лет. Но не все так радужно, так что представляем вам наш неизменный номер с участием всем хорошо знакомого и немногими любимого клоуна Гастона. Этот Гастон меня всегда раздражал. Как и всех. Наконец-то это закончилось. А теперь гость нашей программы, Курт и наша новая звезда, Крита. Черт возьми, это же она, Элизабет Куропатка. Тебе кажется, эта девушка даже не похожа на Куропатку. Думаешь? Уверен. Крита держится молодцом. С ней должен выступать я. Тебе не сравнится с Куртом, так что придется тебе добиваться Криты как-нибудь еще. Я принесла чай для Курта. Не беспокойся, Винсент, я знаю, что делать. Виктория, дай-ка мне чашку. Эти двое отличная пара. Теперь мы можем уйти. Подожди, я хочу взять автографы. Вы молодцы. Это было самое успешное шоу за многие годы. Я боялась, что ничего не получится. Крита настоящая находка. Можно вас на минутку? Что такое? Я знаю, кто, и вам грозит опасность. Я не понимаю, о чем вы говорите. Майкл уже здесь. Он едва вас не раскусил. Что вам от меня надо? Я хочу помочь. Я знаю, что вы невиновны. Мне только нужно больше информации. Оставьте мне свой номер телефона. Возможно, сегодня мне удастся кое-что выяснить. Какая же она долгая. Извини, что снова заставила тебя ждать. Мы можем уже пойти.
Ты злишься? Нет, Тогда что не так? мне просто не дает покоя эта акробатка. Смотри у меня, а то я начну ревновать тебя к ней. Тебя что-то беспокоит? Курт, ты обещал мне показать фотографию Лауры. А, да, точно. Подожди, я только покончу с чаем. Можешь допить ты, если хочешь. Он что, отдает ей свой чай? А ты с ним что-то сделал? О нет, Крита и Курт потеряли сознание. Нужно вызвать скорую. Это твои фокусы? Не понимаю, о чем вы. Если я узнаю, что ты имеешь к этому какое-то отношение, Можете не беспокоиться. я отправлюсь в больницу, а вы с Викторией останетесь здесь за старших. Какой же ты мерзавец! Да ладно тебе, Виктория. Тебе ведь это нравится? Оставь Криту в покое! Ты едва не свел ее в могилу! Слушай, никому не нравятся занудные девчонки. Будь попроще. Крита, поверить не могу, что это ты. Что со мной, Винсент? Я, конечно, не врач, но похоже, что ты стала черепашкой. Но как такое возможно? Я не знаю, дорогая моя, но я это выясню. Что с Куртом? Он жив? Он в очень тяжелом состоянии, но он сильный, так что я верю, что он выкарабкается. Винсент, я хотела кое-что узнать. В чем дело? Извините, Винсент, но это касается вашей дочери. Лауры? Что ты хотела узнать? Расскажите о Лауре. Хоть что-нибудь, неважно что. Все вокруг, и вы, и Курт, постоянно говорите мне о ней. Помнишь, что я говорил, что вы с ней похожи? Я ошибался. Вы абсолютно разные, и дело тут даже не в черепашьем облике. Когда? Когда она умерла? Это было 10 лет назад. Хотя для меня она жива до сих пор. Я помню все, как будто это было вчера. Но что тогда произошло? Авария. Алло! Кажется, я вспомнил кое-что важное. Вторая Элизабет постоянно твердила о мести и о том, что она уже мертва. Ее сбил грузовик. Доктор, вы абсолютно уверены в этом? Абсолютно. Я думаю, что это необычное заболевание. Здесь замешано что-то сверхъестественное. Я должна все проверить. Если вспомните что-то еще, позвоните мне. В чем дело? Мне нужно бежать, прости меня. Куда это направилась Андреа? Понятия не имею. В ее поведении было что-то странное. Ты что-то заподозриваешь? Я боюсь, что это может быть связано с Элизабет Куропаткой. О ней по-прежнему никаких вестей? Абсолютно никаких. Впрочем, я хочу кое-что проверить. Иди за мной. Вот они. В моих руках находятся все дела, открытые 10 лет назад. Истина должна быть где-то рядом. Я не понимаю, о чем вы говорите. У нас есть все основания считать, что ваша новая акробатка никто иная, как международная преступница Элизабет Куропатка. Но я правда ничего об этом не знаю. Эту девушку зовут Крита, и кроме того, она вовсе не похожа на Куропатку. Знаете ли вы, сеньор Гастон, что происходит с теми, кто укрывает беглых преступников? Я могу посадить вас за соучастие. Проверьте Криту, если хотите. Ее увезли в больницу несколько минут назад. Обязательно проверим, можешь не сомневаться в этом. Я просто не могу в это поверить. 10 лет назад случились 2 похожие аварии. К вам поступала девушка по имени Крита? Да, у нее острая черепашья лихорадка. Мне нужно задать ей пару вопросов. Я провожу вас. Винсент, Что такое, дружище? как там Крита? С ней все в порядке? Курт, мне правда трудно об этом говорить, но она стала черепахой. Но она жива? Да, но она черепаха. Мне нужно ее увидеть. Крита? Да, что у окна. Хорошо, я ненадолго. Он не должен меня узнать. Крита, верно? Да, все верно, это я. Это ведь вы выступали сегодня в цирке. Да? А вы там были? Как вам представление? Мой интерес сугубо профессиональный. Черепашья лихорадка изменила вашу внешность, не так ли? Да, но вообще-то
Мне так даже больше нравится. Когда же я снова смогу увидеть вас в прежнем, так скажем, великолепии? Не знаю. Может быть, уже никогда. Это просто невероятно! 10 лет назад в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка по имени Лаура. Ее вертолет был сбит грузовиком, за рулем которого был... Виктория, это ты? Ты же не думала, что я брошу тебя одну, подруга? Погляди, что со мной стало. Я помогу тебе. Я ведь все-таки гадалка. Я не хочу возвращаться в старое тело, тогда меня сразу поймают. Ты должна его вернуть, как и свое доброе имя. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Тебе нужно стать великим канатоходцем. Но я ведь черепаха. Но это не помешало тебе стать великой акробаткой, будучи куропаткой. Ты должна поверить в себя. Другого пути у тебя нет. Может, ты и права, но сейчас мне тяжело даже просто говорить. Сейчас и не время для разговоров. Немедленно вставай и иди за мной. С рулем грузовика, сбившего вертолет Лауры, был отец Майкла. Значит ли это, что она вернулась к жизни в теле Элизабет, чтобы отомстить? Но я все равно упорно не вижу связи между этими двумя девушками. Доктор, я буду жить? Все зависит только от вас, сеньор Курт, только от вас. Мне кажется, я умираю. Курт, Крита ушла на репетицию. Как ушла? Тогда я тоже должен быть там. Виктория, я боюсь, что не справлюсь. Не бойся. Помни о своей великой миссии. Где же Крита? Ах, Курт, это я. Крита, это ты? Я просто поверить не могу. Ты больше не хочешь выступать со мной? Нет, о чем ты? Я просто не ожидал увидеть тебя, такой. Не волнуйся, это должно быть временно. Да забудь, это абсолютно неважно. И знаешь что, я принес тебе фотографию Лауры. Я уверена, что разгадка уже совсем близко. Я как будто держу в руках головоломку, в которой не хватает лишь одной детали. Алло? Мне удалось кое-что выяснить, хотя я по-прежнему многого не понимаю. В чем дело? Вы знаете что-нибудь о девушке по имени Лаура? Да, ее имя как раз мелькало в деле, которое я только что изучала. Это дочь владельца цирка, и мы с ней похожи, как две капли воды. Но как такое возможно? Я не знаю. Постарайтесь что-нибудь выяснить, а я тем временем снова расспрошу Винсента. Правда, сейчас у нас жуткая суета перед новым выступлением. Гастон, ты сделал новые афиши? Мне для этого нужны фотографии Криты. Я сейчас поищу фото с последнего выступления. И почему у нас все происходит в последний момент? Винсент, ты думаешь, мы с Критой успеем подготовить номер? Я ни в чем еще не был так уверен. Вы двое рождены, чтобы выступать вместе. Я постараюсь не подвести тебя, Курт, даже несмотря на то, что я черепаха. Забудь об этом. Знаешь, почему я сам не превратился в черепаху? Курт, неужели ты знал, что чай отравлен? Нет, вовсе нет. Просто мой отец был черепахой. Черепашья кровь уберегла меня. Но ты совсем не похож на черепаху. Да, мне все говорят, что я пошел в мать. Кем была твоя мать? Куропаткой. Так, а это что? Кажется, на фото Крита. Она что, здесь без макияжа? Весь город пестрит плакатами с лицом Элизабет. Это слишком опасно. Мне нужно бежать в цирк. Ты видел эти плакаты? Похоже, наша подозреваемая Куропатка. Это уже весомый аргумент. Нам нельзя пропустить это выступление. Рад приветствовать всех вас здесь, дамы и господа. Сегодня мы хотим показать вам нашу новую программу.
с участием всем так полюбившейся пары Крита и Курта. Встречайте аплодисментами! Доктор, что вы здесь делаете? Я увидел лицо Элизабет на афише и пришел. Я тоже здесь. Андрей, а что ты здесь делаешь? Я люблю цирк, ты ведь знаешь. А ты знала о том, что эта акробатка была преступницей и молчала, и даже хуже того покрывала ее. Послушай, все совсем не так, как ты думаешь. Я не хочу ничего слушать. Ты отстранена от расследования. Но Майкл... Крита, будь осторожнее. Неужели у меня настолько плохо получается? Да нет, ты молодец, я просто беспокоюсь о тебе. Твоя жена, Лаура, могла лучше, да? Сейчас не время говорить о Лауре. Пойми, Курт, я ведь не профессионал. Я могу упасть в любой момент. Когда еще мне об этом говорить? Я вообще не хочу говорить о ней, понимаешь? Сейчас есть только ты и я, и больше никого. Но ты до сих пор не можешь ее отпустить. Ты правда напоминаешь мне ее, но ты совсем другая. Благодаря тебе я начал смотреть на многие вещи по-новому. Мне кажется, я даже могу начать жизнь сначала. И тебе не важно, что я скрываюсь от полиции? Прошлое не имеет значения, важно будущее, и я надеюсь, что оно у нас есть. Мне бы очень хотелось, чтобы это было так. Что там происходит? Остынь, Гастон. Неужели ты не понимаешь, что сердце Криты всегда принадлежало другому? Вот так всегда. Как только я нахожу классную девчонку, как она ходит к этому, Курту. Рядом с тобой всегда была одна классная девчонка, но ты никогда не был ее достоин. Слушай, Виктория, неужели со мной правда все так плохо? Все очень плохо, Гастон. Очень. Это Элизабет? Схватим ее, как только она спустится. Слушаюсь. Нужно срочно что-то предпринять. Куда ты направляешься? Это не важно. Я ведь уже не веду расследование. Что-то не так? Ты стала прежней собой. Но ведь никто не знает, кто я на самом деле, верно? Дамы и господа, прошу прощения за небольшое недоразумение. Думаю, нам стоит немедленно кое-что прояснить. Анжела, что ты здесь делаешь? Курт, это же моя мать. Нам тоже есть что сказать. И нам. Что здесь, черт возьми, происходит? Акробатка, известная как Рита, никто иная, как Элизабет Куропатка. Опасная преступница, находящаяся в бегах уже 10 лет. Не она виновата в смерти твоей семьи, Майкл. Все началось 30 лет назад. Мы с Винсентом были женаты, и у нас родились близнецы, Элизабет и Лаура. Так вышло, что вскоре после этого мы развелись, и Лаура осталась жить со мной. А я стала растить Элизабет. Мы с Лаурой познакомились в цирке и поженились. Но она погибла в ходе катастрофы. Ее вертолет сбили твои родители, Майкл. Но Лаура, даже будучи мертвой, нашла способ отомстить. Она вселилась в тело своей сестры-близняшки. Именно она в моем теле управляла грузовиком, сбивший вертолет семьи Майкла. Это были две абсолютно идентичные аварии. Элизабет направили в психиатрическое отделение больницы, в которой работаем мы с Лусией. Лаура, используя тело сестры, пыталась все объяснить, но ее лишь приняли за сумасшедшую. Именно Лаура помогла мне сбежать из психушки. Исполнив все, что она хотела, Лаура покинула тело сестры. Но Элизабет все равно пришлось скрываться, ведь никто не хотел ей верить. И вы думаете, что я поверю в эту историю? Если вы дадите мне 5 минут, я смогу вызвать дух Лауры, и она сама сможет все объяснить. Да это же просто бред! Мне нужна вещь, связанная с Лаурой, чтобы провести ритуал. Курт, у тебя остался банан, который я тебе когда-то дала? Да, он все еще у меня. Я вызываю дух Лауры Куропатки. Лаура, моя потерявшаяся при рождении сестра-близнец.
Да, Элизабет, это я. И я вернулась, чтобы расставить все на свои места. Майкл, все, что ты здесь услышал, это правда. Моя сестра ни в чем не виновата. Но моих родителей это не вернет. Так же, как это не вернет и меня. Оставь Элизабет в покое. Ты же видишь, она счастлива с Куртом. Когда-то и я была так же счастлива. И ты сможешь быть счастлив с Андреем. Лаура. Не нужно лишних слов, Курт. Меня уже не вернуть. Но у тебя есть шанс продолжить свою жизнь. Так используй его. Мне больше незачем здесь оставаться. Теперь я могу вернуться туда, откуда пришла. Я буду скучать по тебе, сестренка. Мы всегда останемся единым целым, Элизабет. Я люблю тебя, дочка. И я тебя, как и отца. Лаура, я и не мечтал снова увидеть тебя. Прощайте. Теперь ты все понял, Майкл? Элизабет Куропатка, я не имел ни малейшего представления, но я просто выполнял свою работу. Теперь же твое дело будет закрыто. Ты можешь быть свободна. Знаете, я даже рада, что все сложилось именно так. Тогда, 10 лет назад, у меня вообще ничего не было. А теперь я обрела семью. И мои родители вновь собираются пожениться. А как насчет нас, Элизабет? Ну не все же о себе говорить. Свадьба назначена на следующей неделе. Как и наша. И наша, кстати, тоже. Мы с Майклом тоже не отстали. А что же Леон? А я уже женат. А меня, между прочим, зовут Мередит. Если вы еще не встретили свою судьбу, заходите к нам в цирк и убедитесь, он круто меняет жизни людей. А пока, до встречи! Конец.